Всем привет, с вами Ресим, и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы продолжим испытание в Tin-Can, симуляторе спасательной капсулы, и сегодняшнее испытание будет холодный запуск. Желаю всем приятного просмотра, поехали! В этом испытании, в отличие от других, вам предварительно дадут 2 минуты на подготовку, чтобы собрать нужные компоненты. Так как в капсуле все оборудование абсолютно нерабочее, в них отсутствуют все компоненты. На полках склада будут присутствовать все детали, но вам нужно взять только те, что жизненно необходимы для работы прибора. И особенно важно взять кнопку запуска, иначе без нее ни один прибор не сможете включить. А также обязательны фильтры, насосы, блоки питания и трансформаторы. И конечно же батареи, без них вы не сможете включить маяк. А теперь перейдем к выживанию. Испытание начинается в полной темноте в отсутствии гравитации. Так что в этих условиях нужно быстро подключать систему поглощения углекислого газа, иначе без нее мы попросту через пару минут задохнемся. Вставляем все необходимые компоненты. Так, насос. Есть. Теперь, так, блок питания я уже вставлял. Так, мне нужно что еще? Это есть. Вот, шина данных, чтобы монитор работал, показывал данные. Теперь кнопку включения. Так, что еще осталось? Так, насос я, по-моему, уже вставил, да. Он на месте, можно включать систему. Вот она уже показывает, а теперь нужно включать систему подачи кислорода. Точно так же вставляем все детали на свои места. Так, батарею. Иначе работать без нее ничего не будет. Так, блок питания. Это тоже обязательная деталь. Включаем кнопку. Все, монитора у меня здесь нет, но я вижу, как насос трясется, значит работает. Первые две важные системы включены, теперь нужно подачу азота, чтобы выровнять давление. Так, насос. Отлично, батарея. Так, где у нас блок питания? Все, можно включать. Да, вот уже дыхание у нас прерывистое, потому что давление не выровнено. А также не хватает кислорода. Так, фильтр. Все, теперь дыхательная смесь должна прийти в норму. Следующий шаг, нужно исправить систему подзарядки батарей. Так, берем вот силовой трансформатор. Так, вставляем его. Так, и блок питания нужен. А похоже, блока питания у меня лишнего нет. Так что придется его время от времени заимствовать. Так, теперь время включить маяк. Отлично, здесь нужно аж протянуть целых 10 минут. Похоже, кроме батарейки у меня больше нет запасных частей. За 2 минуты я успел собрать только эти. Атмосфера восстанавливается очень медленно, но нужно ждать. А сейчас надо подключить пока заранее систему перезарядки батарей. Так, у меня участилось сердцебиение. Сейчас возьму монитор и шину данных, чтобы проверить уровень кислорода в капсуле. Так, 10% от 20 требуемых. Но проценты растут, следовательно, все-таки выравнивается атмосфера. Заодно сейчас прочищу фильтры, чтобы все работало как можно более эффективно. Так, батарея разряжается потихоньку. Здесь все на месте. Так, азот есть, батарея нормально. Берем кнопку, и пока, я думаю, выключу выравнивание давления. Так, у нас температура упала ниже нормы. Теперь пора включать реактор, чтобы подогреть капсулу. Так, жмем кнопку на старт, а теперь нужно из системы азота взять блок питания и поставить его в систему перезарядки. Так, сейчас батарея уже разряжается, мне нужно поставить запасную. Так, эту беру, вставляю запасную, чтобы время продолжало тикать, а эту поставлю на зарядку. Есть, все включено. Реактор работает, но пока недостаточно нагрелся, чтобы согреть меня в этой капсуле. Так, азот пока не требуется, с дыханием вроде все в порядке. Уровень кислорода тоже в норме. Так, вот реактор уже начинает краснеть, но температура пока еще недостаточно. Так, что еще у меня пока здесь можно сделать? Вот, хорошо бы включить основное освещение, но у меня деталей, к сожалению, нет. Еще 8 минут. Так, батарейка уже зарядилась достаточно быстро. У меня маяка еще довольно большой заряд.
Так, к сожалению, больше, да, деталей лишних нету. Так что нужно справляться с тем, что имеется. Чтобы зря время не терять, заменю батарею в кислороде. Так, на полный заряд. Эту берем, эту вставляем, а эту заряжаем, пока есть время. Так, появились звездочки, значит уровень радиации немного зашкаливает. Пора вырубать реактор. Так, пол батареи маяка разрядилась. У меня еще есть свежая батарейка. Так, углекислый газ пока в норме. Так, я думаю, можно включать систему азота, чтобы еще раз выровнять давление. Так, забыл блок питания взять. Вставляем и включаем систему азота. Так, батарейку в маяке сейчас пора уже менять. Осталось 2 заряда. Сейчас, как только будет один, можно и менять. Быстренько поменяли, а эту на зарядку. Так, что-то у меня с дыханием. Уровень кислорода падает. А почему? А, потому что баллон пустой. Теперь меняем на полный. Кстати, поменять на свежий баллон уже не получится, так как деталей для перезарядки у меня нет. Сейчас проверю углекислый газ. Он еще не заполнен, но фильтр прочистить надо. Так, выравнивается вроде все. Кислород повышается. Так что сейчас я должен себя чувствовать нормально. Так, мне бы хорошо бы зарядить батарею новую. Я думаю, пока азот выключу. Включу зарядку батареи. Но помимо этого нужно включить реактор. Потому что заряжаться без него батарея не будет. Так, включаю. Так, что-то странное. Наверное, надо проверить углекислый газ. Сколько его там у меня в капсуле накопилось. Так. Да, он превышает норму. Но вроде все работает. Батарея на месте. Баллон. Ну, баллон почти заполнен. Но концентрация снижается. Видимо, только остается подождать. Так, время еще идет. Батарея зарядилась. Реактор можно выключить. Так. Итак. Смотрим за показаниями углекислого газа. Вроде все работает. Так, баллон практически уже пора менять. Да и батарейку тоже. Тут осталось 2 единицы заряда. Берем свежую батарею. Так, в маяке у меня тоже села. Поэтому лучше поменяю так. Включаем реактор. Батарея заряжается. О, отлично. Вовремя включил реактор, так как у меня опять температура упала ниже нормы. Так, в кислороде батарея еще тоже нормально. Баллон цел. Так, углекислый газ надо поменять. Вовремя. Так, остается подождать, пока зарядится батарея, чтобы сменить. Так, она почти полностью зарядилась. Так, углекислый газ еще работает. Пока тянет. Так, вот, полностью батарейка готова, можно менять. Отлично. И реактор мне пока еще требуется. Радиация в порядке. Так, температура еще не достигла нормы. Время идет, только половина прошла. Продолжаем выживать дальше. Так, углекислый газ вышел на норму. Супер. Вот без освещения очень тяжеловато играть, так как фонарик с севшей батарейкой постоянно выключается. Так, поменяем батарею. Так, у батареи красная точка появилась, значит заряд она будет держать теперь меньше. К сожалению. Так, пора менять батарейку в маяке. Поменяем заранее. Так, на зарядку. Так, где мой зарядное устройство? Вот так, реактор пока выключу. Опять у меня уже превышает уровень радиации. Так, теперь надо включить систему азота. Похоже, с давлением опять непорядок. Так, забыл опять блок питания. Втыкаем. Вот плохо, когда не хватает деталей, постоянно нужно их менять местами. Так, продул фильтр. Посмотрим, что у нас с уровнем кислорода. Так. Сколько у нас? Да. Уровень кислорода повышается. Да, сейчас выровняется потихоньку. Итак, батарейку бы зарядить. Так, возьму кнопку. Вставляем в реактор. Включаем. Так, я опять забыл, что у меня нет блока питания. Так, включаю реактор. Так, берем кнопку. Вставляем в азот.
Так, батарея еще в норме. Так, не то. Сначала выключаем. Берем блок питания, вставляем в зарядник. Теперь беру кнопку и в реактор. Включаем, заодно подогреть температуру опять нужно. Так, батарея заряжается. Да, заряжается. Кислород в порядке. Осталось только разобраться с температурой. Так, осталось 2,5 минуты еще. Уже близок к победе. К своему спасению. Так, есть, батарея зарядилась. 2 минуты 15. Сейчас поменяю маяки. Есть. Это на зарядку. Зарядка пошла. Смотрим на приборы. Кислород в порядке. Время идет. Осталось уже меньше 2 минут. Отлично. Так, реактор у меня пока работает. Температура вышла на норму. Я уже не мерзну. Думаю, можно выключать. Батарея заряжена. Теперь включу азот. Так, блок питания. Отлично. Все. Включаем. А то кислород начал опять падать. Ну, баллон еще наполовину годится. Здесь еще тоже все в порядке. Продуем фильтры. Так, опять температура упала. Следует опять включить реактор. И так постоянно приходится метаться от одной системы к другой. Потому что промедление будет грозить смертью. Так. Батарейка пока еще в норме. Но я думаю, заменить ее все-таки придется. Потому что на минуту не хватит. Так, а теперь следим просто за временем. За каждой пройденной секундой. Так, уже вот меньше минуты осталось. Так, что у нас? А, температура вышла на норму, можно реактор выключить. 50 секунд еще. Так, кислород в норме. Вот батарея разрядилась, меняем по-быстрому. Это на зарядку ставлю. Так, азот требуется снова. Выравниваем давление. Так, блок питания я отсюда и не вытаскивал даже. Так, продуваем фильтр. Так, кислород держится на 19%. Проверю-ка я углекислый газ. Так, берем шину данных. Подключаем к дисплею. Да, превышает. А вот и спасение уже близко. 16 секунд. Так, ждем. Углекислый газ, концентрация падает, так что все в порядке. Так, осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Испытание пройдено. В этот раз наконец-то успешно. Уже не знаю, сколько попыток у меня было, но было их достаточно. Вот это испытание по сравнению с предыдущими, которые я проходил, пока самое сложное. Что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.